Привет! Когда слышишь слово Вифлеем, сразу представляешь город возле Иерусалима. Тот город, в котором родился Иисус. Но оказалось, что в Израиле есть еще один Вифлеем, или как он звучит на иврите, Бейт-Лехем. Причем находится он вообще в Галилее. Честно говоря, если бы не ферма специй, я бы вряд ли сюда когда-нибудь приехала. Но именно здесь находится одна из самых известных ферм специй в стране. Поэтому сегодня будем разбираться сразу с двумя загадками. Во-первых, почему здесь вообще есть свой Вифлеем? А во-вторых, как небольшой галилейский мушав превратился в место паломничества любителей специй. Знаете, история этого места начинается задолго до появления современного Израиля. И поселение здесь существовало еще в библейские времена и было известно как Вифлеем Галилейский. Но самое интересное произошло здесь намного позже. Вы знаете, это место совсем не похоже на типичный израильский мушав. Архитектура какая-то странная. Не в плохом смысле. Просто ощущение, что часть домов сюда телепортировали из старой Европы. И это недалеко от истины. В конце 19 века сюда приехали немецкие темплеры. Нет, не рыцари-тамплиеры, а темплеры. Это была религиозная община из Германии, которая решила построить свои поселения на Святой Земле. Они были отличными фермерами, хорошо организованными людьми и оставили после себя очень качественные дома. И многие из них стоят до сих пор. К началу Первой мировой войны в Палестине проживало около 2000 темплеров. После войны начался бардак. Власть над землей перешла к Британии. Европейские нацистские веяния не миновали немецких товарищей, и они начали бурно выражать свою симпатию к Гитлеру. Особенно рьяно идеи расового превосходства были взяты на вооружение именно в Бейт-Лехеме, где даже была основана своя нацистская партия – Палестинская национал-социалистическая. В 1943 году, когда страны-союзники начали брать верх над Германией, англичане выслали темплеров в Австралию. Ну а с основанием государства Израиль всем стало понятно, что подобное соседство невозможно. И оставшиеся в Бейт-Лехеме Галилейском семьи были также депортированы из страны. В поселке стали жить семьи евреев, переживших Холокост, а их потомки в 2006 году установили памятник в честь членов своих семей, погибших в катастрофе. А теперь к специям. Все-таки я приехала сюда не ради немецкой архитектуры. Главная цель – ферма специй. Здесь выращивают лекарственные травы, ароматические растения, делают собственные смеси специй, травяные чаи и еще кучу всего. Я в жизни своей не видела столько разновидностей перца. Посмотрите. Это тоже перец. Написано перец чума. На самом деле чума. Вообще-то чума. Или чома. Наверное, я его возьму. Так, то, что купил, нужно подписать. Сладкая паприка.
Хочется понюхать буквально все. Я поняла. Здесь главное нос. Вы знаете, ловишь себя на мысли, через какое-то время начинаешь автоматически открывать все и нюхать все подряд. Наверное, со стороны это выглядит немного странно, но кажется, так делают все. А вы знали, что затор это не просто какая-то трава, это смесь пряностей. И я первый раз увидела, сколько здесь разновидностей заторов. Затор друзский, затор с чесноком, затор ливанский, затор тайман, что это? Йемен. О, затор йеменский. А это что? Это Мариора. А, сирийский. Что-то сирийского тут совсем нет. Ну-ка. Почему сирийского мало? Интересно. Ребята, у меня просто разбежались глаза. Мне хочется купить здесь все. Но мне нужна фабрика. Знаете, кроме карри, я здесь вообще ничего на этом стенде не знаю. Как красиво, а? Календула. Интересно. Ну ладно, календула меня особо не интересует. Я вот тут вычитала вот про это что. Я даже не знаю, как это назвать. Не знаю, что это такое, но сказали, что это способствует долголетию, укрепляет иммунитет, и заваривать это нужно в чай. Стоит жутко дорого. 55 шекелей 100 грамм. Сколько взять? 50. 50 грамм? Да. Это похоже на какие-то опилки. Нам достаточно, Хватит. чтобы жить долго и счастливо. Ну ладно, попробуем. Может, конечно, фигня, но может убрать половину. Оставляй. Ух ты! А это фруктовые чаи. Это, по-моему, имбирь. Чего только здесь нет. Лаванда. А это жасмин. Так. Тут что-то еще дают попить. Ну что, ребята, вот все вот это счастье вышло 170 шекелей. Я думаю, что это вполне прилично, потому что тут очень много всего. Кстати, я вам не показала, там очень много было оливкового масла разных фирм-производителей. И вот мы вышли из этой фирмы, и здесь просто заросли оливок. Просто настоящая оливковая роща. Вы знаете, что удивительно в этом месте? Наверное, сочетание совершенно разных историй в одном месте. Древний Вифлеем, немецкие колонисты, современное сельское хозяйство и ферма специй. И все это умещается в небольшой галилейской деревне. Приезжаешь за пакетиком затора, а уезжаешь с историей про немецких поселенцев и второй Вифлеем Израиля.
Друзья, если вы уже объездили основные туристические места Израиля и хочется найти что-то менее очевидное, Вифлеем Галилейский вполне заслуживает внимания.